Всем привет, меня зовут Лена Стасевич. Сегодня хочу рассказать вам, как приготовить такой интересный, эффектный и вкуснейший десерт Croquembouche. Это французский десерт, который во Франции готовят на различные праздники, на Рождество, на крещение и даже на свадьбы. Он очень эффектный и я думаю, что удивит вас и ваших гостей. Из этого рецепта вы узнаете, как приготовить заварное тесто, 2 вида крема, кракелин, и сварить карамель и собрать эту башню. В первую очередь нам необходимо приготовить кракелин. Это такое песочное покрытие, которое мы будем класть сверху на наши заготовки заварного теста. И я его буду окрашивать в разные цвета, поэтому я также взяла краситель. Я хочу его окрасить в красный и другую часть кракелина хочу окрасить в белый, поэтому я взяла диоксид титана, либо возьмите любой белый краситель, который у вас есть. Также нам понадобится, естественно, масло сливочное. Масло должно быть мягкое, комнатной температуры. 2 вида сахара. Можно использовать, конечно, только белый, но я использую и коричневый, чтобы раскрыть больше аромат, получить такой более карамельный вкус и красивый цвет. И обычная пшеничная мука. И теперь кракелин готовится элементарно, очень легко. Мы добавляем сюда к маслу сахар и перемешиваем просто лопаткой. И всыпаем сюда муку. Муку можно даже не просеивать, все очень просто. Вот кракелин готов. Вот такой он должен быть. То есть такой как паста, такой как, в принципе, как песочное тесто. И теперь я его разделяю на 3 части. То есть 2 части я подкрашу, а вторая часть, вернее, третья часть у нас останется в таком вот виде. Будут такие обычные классического цвета пирожные. Вот такая паста получается. Кракелин теперь необходимо раскатать между 2 слоями пергамента. Я подготовила вот 3 листа пергамента. И мы сюда перекладываем наш кракелин. И начинаем раскатывать. Нам нужно раскатать его до толщины 2-3 мм. И на ровную поверхность выкладываем. У меня доска. И замораживаем 20-30 минут. А сейчас приготовим заварное тесто. Это простое заварное тесто. Мы его будем делать полностью на воде, а не на молоке, как это будет в классическом варианте. В данном случае мы используем воду. Они получаются, пирожники, все равно такие же вкусные, хрустящие и очень классные по внешнему виду. Для этого в широкий сотейник, толстостенный, без антипригарного покрытия, желательно брать сотейник, я влила воду. Вода комнатной температуры обычно. И добавляем сюда масло. Масло можно брать холодное, можно брать мягкое. У меня оно немножко уже растаяло. В принципе, это не важно. Смешиваем их здесь. И будем эту массу нагревать до растворения масла. И также всыпаем сюда соль. Сахара здесь не будет вообще.
То есть по этому же рецепту вы, кстати, можете готовить и делать не сладкие начинки. И ставим на плиту. Нам необходимо дождаться, пока растворится масло, и пока наша смесь начнет немножко кипеть. Также я подготовила яйца, я их предварительно пробила блендером и пропустила через сито, чтобы избавиться от пленочек, чтобы они стали однородные. И также я взяла и подготовила обычную пшеничную муку. Не с высоким содержанием глютена, а обычная пшеничная мука. Я обычно готовлю заварное тесто и использую вот такую деревянную лопатку, потому что потом мы будем добавлять муку, и нам необходимо, чтобы мука хорошо перемешивалась, собиралась, тесто собралось в ком. Удобнее использовать жесткую какую-то лопатку, либо берите силиконовую, но она должна быть не мягкая, например, как вот икеевская, да, она вот так вот гнется, и немножко неудобно, какая-то часть теста может быть не промешана. Берите более жесткую для этих целей. Нам не нужно эту массу мешать, мы дожидаемся, пока масло растворится, и она должна немножко закипеть. Но кипятить не нужно. Как видите, масло растопилось полностью. И теперь всыпаем сюда сразу всю муку, снимаем с огня. И сразу же всыпаем всю муку, обязательно всю, не частями, а всю сразу. Это очень важно, иначе у вас тесто не заварится. И перемешиваем. Завариваем таким образом муку, и у нас получается заварное тесто. Снова возвращаем на огонь и подсушиваем тесто. Подсушиваем до той поры, пока на дне не образуется бархатная корочка. Это буквально занимает 1 минуту. И довольно высокий нагрев должен быть, выше среднего. Смотрите, вот такая корочка на дне образовалась. Вот здесь вот видно корочка эта. И мы теперь тесто будем добавлять к нему яйца. Я это буду делать в миксере стационарном. Перекладываю сейчас сюда тесто. В это время включите разогреваться духовку вашу на 190 градусов, чтобы она уже была готова, потому что мы скоро будем выпекать. И с помощью вот такой насадки весло или лопатка я буду тесто перемешивать и добавлять сюда яйца. Но тесто у нас сейчас слишком горячее, поэтому нам необходимо его охладить. Вы это можете делать просто с помощью вашей лопатки. Если вы будете вмешивать яйца руками также возможно. А я просто включу миксер на маленькую скорость, и где-то секунд 30-40 оно перемешается, и оно остынет. Тесто перемешиваем где-то 1 минуту. Оно должно хорошо остыть. Оно не должно стать прямо холодным, но должно таким тепленьким остаться, потому что если вы добавите в горячее тесто яйца, естественно, они свернутся. Вот смотрите, 49 градусов. И мы можем вводить яйца. Ставим на самую низкую скорость вращения венчика и вводим яйца частями. Нам необходимо ввести яйца примерно за 5 раз. После каждого раза хорошо промешиваем.
Иногда яиц для заварного теста может уйти больше или меньше, чем указано в рецепте, на грамм 20-30 или больше, или меньше. Поэтому мы, когда у нас остается немножко, где-то 50 грамм яиц, одно яйцо где-то остается, мы проверяем тесто. Если нас устраивает эта консистенция, мы больше яиц добавлять не будем. Тесто должно стекать с лопатки, такой непрерывной ленты, но не должно быть очень густое. Но оно должно быть больше, более густое, чем для эклеров. Мне кажется, еще надо добавить яиц. Тут нужно смотреть на ваш взгляд, на ваш опыт. Когда вы несколько раз приготовите такое тесто, вы уже будете понимать, какой консистенции оно должно быть и сколько яиц вам еще нужно добавить. Не забывайте счищать тесто со стенок. И я думаю, что оно у нас уже правильной консистенции. То есть оно с лопатки, смотрите, спадает и продолжает дальше падать. То есть оно не течет, прям не льется, а вот с лопатки упало и продолжает падать и свисает такими вот треугольниками. После этого больше яйца мы не добавляем, и нам необходимо тесто перемешать еще где-то 1, даже может быть 2 минуты. То есть чем дольше вы вымешиваете, тем больше развивается глютен, и тесто становится плотнее. Таким образом вы можете регулировать плотность теста заварного. И вот наше тесто готово. Перекладываем его в кондитерский мешок. Для заварного теста я беру вот такой большой кондитерский мешок. Он 65 сантиметров в длину. И насадку вот такую. Номер насадки 9FT. Выходное отверстие у нее 18 миллиметров. Я беру именно такую зубчатую, потому что при таком способе пирожные хорошо будут пропекаться, чем если мы просто круглое отсадим. Но можно просто отрезать кончику мешка, если у вас нет такой насадки, и также выпекать и отсаживать без проблем. Когда перекладываем в мешок, стараемся тесто поближе держать, чашу с тестом поближе держать к мешку, чтобы лишний воздух не попал в тесто. Потому что потом при отсадке это может вызвать трещины и разрывы. Чтобы избавиться от вот таких пузырей, возьмите руками вот так вот тесто, немножко распределите, и таким образом мы выгоняем воздух. И наше тесто готово. Мы будем его сразу же отсаживать, сразу выпекать. Выпекать я буду на
вот таком противне большом. Я его застелила силиконовыми ковриками. Поскольку у меня здесь духовка большая, широкая, она по ширине 40 сантиметров, то есть там влазит противни 40 сантиметров по ширине, я кладу сразу 2 коврика силиконовых, чтобы сразу побольше за один раз испечь пирожные. И у меня вот такой коврик, это силиконовый перфорированный коврик, он сразу же идет с такой разметкой, это для макарон, может быть, или для печенья сделано. И мне как раз удобно, вот здесь вот этот маленькая вот эта окружность, это и есть нужный нам размер, 2,5-3 сантиметра нам нужно отсадить наши профитроли, или заварные пирожные. Отрезаем кончик. С помощью вот такой вырубки диаметром, как наши отсаженные пирожные. Мы снимаем пергаментную бумагу с двух сторон у кракелина. С ним нужно работать очень быстро, потому что он моментально остывает, моментально тает. И теперь нам нужно их испечь при 190 градусов, духовка уже разогрета. Выпекаем где-то полчаса до золотистого цвета. Если вы видите, что где-то кракелин уже стал совсем мягким, мы можем поставить их предварительно в холодильник где-то минут на 10 и после этого уже выпекать. И теперь подготовим очень вкусный ванильный сливочный крем с шоколадом, с двумя видами шоколада. И для этого я буду... И теперь подготовим очень вкусный, мой любимый, заварной ванильный крем со сливками и с двумя видами шоколада. Я хочу ароматизировать крем с помощью натуральных стручков ванили. Для этого я разрезаю стручки вдоль и отделяю от них семена тонким ножом. Добавляю к молоку и сам стручок также помещаю в молоко. Нагреваю. Также добавляю сюда жидкий натуральный экстракт ванили. И накрываю сверху пленкой. Пленка должна быть термостабильная. И оставляем на минут 20. Это называется метод горячей ароматизации. Также можно ароматизировать молоко холодным способом. Для этого поставьте молоко с ванилью в холодильник на ночь. После того, как молоко ароматизировалось, ставим его снова нагреваться и доводим до легкого кипения. А в это время подготовим желтки. Для этого крема нам понадобятся только желтки. И посмотрите, каким интересным способом я их отделяю от белков. Просто разбиваем все яйца в одну общую емкость. И с помощью круглой ложки с острыми концами, у меня мерная ложка, по размеру как раз по размеру желтка она. И вот таким способом отделяем. Получается очень быстро. И желтки не смешиваются с белками. Добавляем сюда сахар и перемешиваем венчиком. Теперь всыпаем сюда кукурузный крахмал. Используем только кукурузный крахмал в выпечке. И аккуратно перемешиваем. Используйте эту смесь сразу. Ее нельзя оставлять ни на минуту, иначе крахмал превратит яйца в кусочки, а он сделает яйца более жесткими. И теперь потихоньку добавляем сюда горячее молоко. Сначала добавляем совсем чуть-чуть и перемешиваем.
Таким образом, мы завариваем яйца, но нельзя вливать кипяток, чтобы яйца не сварить. Затем еще чуть-чуть молока. И когда масса яичная у нас станет более жидкой, мы переливаем ее назад в сотейник к молоку. И нам необходимо проваривать этот крем до загустения, постоянно помешивая обязательно. Делаем это на медленном огне и не забываем постоянно помешивать, чтобы не было комочков в креме. После того, как крем начинает потихоньку густеть, этот процесс происходит очень быстро, поэтому мы венчиком быстро работаем. И после того, как он загустел до вот такого состояния, нам необходимо проварить крем 1-2 минуты, постоянно помешивая. Мы должны заварить крахмал. Дожидаемся где-то 4-5 пузырей, пока крем булькнет 4-5 раз, и затем мы можем снимать крем с огня, и он у нас готов. В принципе, это и есть уже заварной крем. Сюда необходимо добавить только масло, и это будет крем для Наполеона, например, или для других рецептов. Но я этот крем хочу усложнить, поэтому я добавляю сюда небольшое количество холодного масла, порезанного на кубики, перемешиваю. И теперь через сито часть крема мы переливаем на молочный шоколад, а часть крема на белый шоколад. И в итоге у нас получится два вкуса крема. Я обязательно этот крем пропускаю через сито, чтобы он был максимально нежным, гладким, шелковистым, без комочков. Крем получается прекрасный. Посмотрите эти точечки, просто супер. Крем моментально становится очень густым от того, что шоколад остывает и начинает кристаллизоваться. И поэтому крем превращается вот в такое, консистенция напоминает желе. И теперь нам необходимо его моментально охладить. Для этого я застилаю противень пищевой пленкой и выкладываю два вида крема вот таким образом, а затем ставим в морозильную камеру на 5 минут и затем перекладываем в холодильник примерно на полчаса или час, чтобы крем стабилизировался. Нам необходимо сделать такую шоковую заморозку для крема, чтобы в нем не разбились бактерии. Это очень важно именно для вот таких заварных кремов. Запомните, нам необходимо их сразу шоково охладить, а затем использовать. Тогда срок годности такого крема продлевается до 2 суток. Если вы этого не сделаете, то такой крем нужно скушать в течение 7 часов, иначе в нем разовьются бактерии. И когда крем у нас стабилизировался в холодильнике, мы подготавливаем сливочную основу. Я взбиваю холодные сливки до вот такого состояния, до такой легкой пены, где-то 1 минуту. И затем беру, перекладываю один крем и подливаю к нему половину сливок. И взбиваю еще где-то 2 минуты до густого состояния. Не перевзбейте, потому что сливки, если вы перевзобьете, они просто-напросто расслоятся. Заварная основа получается довольно плотная, поэтому лучше использовать венчики для миксера обычные, а не такие, как взяла я. Этот венчик слишком мягкий. Смотрите, какой шикарный крем получается. Он нежный, такой глянцевый, ароматный, воздушный,
но в то же время он хорошо держит форму, не плывет, но и не слишком плотный. Именно такой крем нужно использовать для начинки эклеров, потому что когда мы начиняем такое нежное тесто, если у вас слишком плотный крем, вам будет очень сложно его выдавливать из кондитерского мешка через узкую насадку. А этот крем по консистенции прекрасно подходит для эклеров и других заварных изделий. Конечно, вы его можете использовать и в других ваших любимых рецептах. Перекладываем в кондитерский мешок с тонкой насадкой. Можно воспользоваться вот такой насадкой специально для начинки эклеров, но у нас маленький пирожный, поэтому я беру просто вот такую обычную насадку, выходное отверстие у нее 4 мм. Обязательно в кремах используйте натуральный шоколад. Именно от этого зависит вкус крема. Посмотрите, вот мои готовые шу. Посмотрите, какие они получились классные, ровненькие, кругленькие. И теперь просто делаем отверстие в дне такой узкой насадкой и начиняем кремом. Кстати, я не советую наполнять полный мешок крема. Наполните мешок где-то наполовину, и вам будет удобнее его выдавливать одной рукой. Наполняем эклер до такой степени, пока не появится вот такой хвостик. И такие хвостики очень легко убираются о край блюда. В итоге получаются вот такие красивые пироженки. Давайте посмотрим, какое оно внутри. Внутри должно быть очень много крема, потому что пирожное получается полностью полое внутри. И посмотрите, какая красота, вкуснятина нереальная. Хрустящее заварное тесто, а внутри нежнейший заварной сливочно-шоколадный крем. Очень вкусно. И привлекайте детей для помощи. Обязательно учите ваших деток помогать вам. Они это делают с удовольствием. Валерия у меня специалист по протыкиванию дырочек для начинки эклеров. Хочу заметить, что все заварные изделия, и эклеры, и шу необходимо скушать в течение суток, иначе крем пропитывает заварное тесто, и оно уже не будет таким хрустящим. Конечно, можно кушать и на следующий день, также будет вкусно, но вот этого хруста от заварного теста уже не будет. И также вы можете испечь заранее заварные основы, не наполнять их кремом и положить их в герметичном контейнере в морозильную камеру, а затем использовать в течение 7 дней. Перед тем, как вы будете готовы их наполнять кремом, поставьте в духовку, разогретую до 150 градусов, примерно на 5 минут. И они снова станут такими же вкусными, хрустящими и практически не будут отличаться от свежеиспеченных. И теперь у нас завершающий этап перед сборкой, мы подготовим карамель. В толстостенный сотейник наливаем сначала воду, затем всыпаем сахар. Следим за тем, чтобы на стенках сотейника не было ни капли жидкости, ни одного кристаллика сахара. Аккуратненько перемешаем лопаткой и ставим на огонь нагреваться. Ждем, пока не появятся такие медленные пузыри, и продолжаем дальше варить. Если вы видите, что масса начинает уже гореть, делайте меньше огонь, регулируйте температуру нагрева. Нам нужно проварить именно до состояния карамели. Мы обычно варим сироп до 118 градусов, но это у нас сироп идет, который используется, например, в итальянской меренге. А здесь же мы будем варить карамель до вот такого янтарного цвета. Как видите, получился такой красивый цвет. И медленные пузыри. Немножко можем сотейник вот так вот подвигать, чтобы равномерно со всех сторон прогревалась масса, но не допускать того, чтобы шел дым. Это значит, что уже карамель горит и будет такой запах жженого сахара. Это нам не подходит. Следите, чтобы не было запаха. Запаха быть вообще не должно, но должен стать вот такой красивый янтарный цвет. В процессе варки карамели ее не мешаем. И теперь начинаем собирать. Самый интересный и ответственный момент. Собираем перед самой подачей к столу. Я взяла вот такую жесткую подложку, застелила тоненькой подложкой и каждую
каждый профитроль обмакиваю в карамель, обмакиваю как бы с одной стороны и с боковой стороны, чтобы приклеить ее к подложке и приклеить к соседнему пирожному. И аккуратненько руками вставим их. Также я подготовила ледяную воду, если вдруг обожжете пальцы. Это очень опасно, конечно, это раскаленный сахар, очень высокая температура, поэтому подготовьте обязательно ледяную воду. В случае ожога сразу опускайте туда пальцы. Я не рекомендую надевать перчатки резиновые, потому что если вы обожжете, то у вас будет сильный ожог через резину. Если же вы делаете голыми руками это, то очень легко пальцы опустить в ледяную воду и все пройдет, ожога не будет. Но старайтесь, конечно же, делать все очень аккуратно, не дотрагивайтесь, не отвлекайтесь и не подпускайте детей, пока вы делаете эти действия. И таким образом формируем окружность, такое кольцо. Тут смотрите на ваш вкус, какое кольцо будет, можно его сделать меньшего диаметра, конечно, я сделала вот такой, у меня получился очень высокий крокембуш. Можно сделать поменьше, можно сделать буквально штук 8, например. А сверху второй уровень мы ставим между двумя нижними. И таким образом собираем. Также каждое пирожное мы чуть-чуть подгибаем к центру, чтобы у нас в итоге получалась такая пирамида. Чтобы более аккуратно собрать, вы можете сделать конус из ватмана, срезать нижний край, чтобы он стал ровным, и обернуть пергаментной бумагой. И таким же образом приклеиваем, а затем очень легко этот конус с пергаментной бумагой вынимается, и в итоге у вас получается такая ровненькая башенка. Я делала без конуса, потом у меня башня получилась не идеально ровной, но все-таки все равно красиво. И когда у нас карамель немножко постоит, то есть остатки карамели, которые у вас остались, оставьте их буквально на 1 минуту, и затем вилкой или 2 вилками берите немного карамели, и от нее должны тянуться такие карамельные нити, то есть карамель загустела, и от нее уже должны тянуться такие нити, и вот этими нитями мы обматываем, делаем ту самую карамельную паутинку. Это самая известная отличительная черта крокембуша, характерная, которой этот десерт славится на весь мир. Поэтому обязательно делайте такие карамельные нити. Если карамель в процессе сборки у вас начала сильно густеть, когда она очень густая, тогда карамель просто к пирожным не будет прилипать. Вы просто ее на огне немножко разогрейте, буквально 2 минуты на небольшом огне, она снова станет такой жидкой. Но не спалите, не сожгите. И вот такая красота у нас получилась. Я считаю, что это очень такой эффектный и интересный десерт. Конечно, это очень вкусно, это бесспорно, но он очень необычный и обязательно удивит ваших гостей, ваших друзей. Во Франции этот десерт готовят даже на свадьбы, на крестины, на Рождество обязательно. Попробуйте и вы приготовить. И получить удовольствие как от процесса, так и от его поедания. А еще больше вкуснейших рецептов, моих самых любимых, ищите на моем сайте elenastasevich.com. Там есть как платные, так и бесплатные уроки, видеоуроки и рецепты. Присоединяйтесь. Как же кушать эту красоту? Наверное, у вас возник такой вопрос. А на самом деле очень просто. Берете, отламываете сверху одну пироженку и кушаете. Она прекрасно отделяется. И очень удобно кушать, такой порционный десерт получился. Но предупредите ваших гостей, что карамель может быть острой, потому что она твердая, и нужно кушать аккуратно, чтобы не уколоться. Либо карамель снимать с пирожных и затем кушать. Я надеюсь, мой рецепт вам пригодится, и вы решитесь приготовить такой же десерт, а может даже и лучше, с наступающими праздниками. Подписывайтесь на меня обязательно здесь, в YouTube, ставьте колокольчик. В следующем году вас ждут еще больше новых видео от меня. С вами была Лена Стасевич. Пока-пока.